Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 8 по 14 июля. Давайте узнаем, что же нам расскажут карты. Я же вас приглашаю прочитать статью «Гороскоп» на планетарный, именно гороскоп, там не про Таро, на июль 2024 года на своем сайте. И я оставлю ссылку в описании под видео, или есть также во вкладке «Сообщество» ссылка на эту статью. Прочитайте, сверьте свои планы со звездным расписанием. Ну и, конечно, картами Таро, как энергию видят карты на эту неделю. Так, если планетарно, как раз эта неделя еще такая, знаете, больше энергии, когда хочется отдыхать. Когда хочется, ну, как-то не торопиться, к примеру, на работу, или не торопиться действовать. Ну, давайте узнаем, как же карты нам покажут эту неделю. Итак, что важно знать? Чего не избежать или неожиданности для вас, стрельцы? Чему сейчас не время? Какие энергии могут помешать? А какие энергии вам будут помогать? Что вас будет радовать? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег. Личная жизнь. Что же для вас важно? Вот так. Закрой прошлую дверь. Да, были какие-то разочарования, теперь это не имеет никакого значения. Был какой-то период, когда мы были словно обездвижены, обезоружены. Может быть, это у кого-то как сложный период, который вам пришлось пройти, когда вы не могли влиять на обстоятельства вашей жизни. Но это уже все закончилось. Невозможно сделать еще больнее, чем вам это было сделано. Невозможно расстроиться больше, чем вы когда-то переживали. И вот это все заканчивается. И действительно закрываете в прошлое дверь. Какая-то история закончилась, и взамен тяжелым переживанием или разочарованием глубоким приходит здоровое равнодушие. Вы можете теперь спокойно анализировать какую-то прежнюю ситуацию. Почему-то она для вас важна. В неожиданностях, а тут как раз добрая энергия, ведь это карта умеренности, когда мы никуда не торопимся. В неожиданностях прекрасный отдых. И даже ангел нам говорит: ты не торопись. Вот нет ничего такого, чтобы вам могло помешать, мои дорогие. Восстановить силы, вот самое время, нам об этом говорит карта. Или посвятить эту неделю отдыху. И даже если вы, мои дорогие стрельцы, вынуждены сейчас работать, значит, не вкалываете, что ли, вот, ну, как-то так. Вы солнечные люди, вы оптимисты, вы можете как раз, ну, вас можно, правда, где-то так эмоциональным подъемом подцепить и уговорить на какое-то дело. И вы можете так это сказать: эх, была не была, буду участвовать, потому что вот я должен, к примеру. Вот такое может быть. А карта нам говорит: да ты себе тут уже должен, или ты должна себе уравновесить в себе, может быть, как, знаете, когда баланс у нас и физического самочувствия, где-то эмоциональный баланс, когда мы, ну, где-то радуемся самому себе в душе, когда нас все устраивает, когда мы можем наслаждаться спокойствием. Вот такой период. И, кстати, карта говорит: хорошо, ты тут даже если себе 1000 каких-то планов построишь, то что-то может задерживаться. Тут все будет у тебя в свой срок. Поэтому отдыхайте. И действительно, планетарный гороскоп говорит о том же. Чему сейчас не время? Победам каким-то. Тут время удерживать свои позиции и ничего не форсировать. У вас сильная позиция, мои дорогие стрельцы, и, собственно, планетарно тоже. Но в эту неделю не время брать какой-то реванш. Или буквально куда-то, вот за что-то, как я сказала, браться, включаться в какой-то вопрос, думая, что эх, у меня сейчас все получится, и я быстро все решу. А быстро тоже не получится. Нам об этом сказали.
Ты думаешь, что ты какой-то срок, да, будешь уделять решению этого вопроса и можешь уже себе распланировать и сказать, сейчас, вот через 2 дня у меня будет какой-то документ в кармане, а он не будет через 2 дня, а может через 2 недели. Ну вот, к примеру, я говорю. Поэтому по шестерке жезлов нам что хорошо? Когда мы сохраняем собственные позиции, мы все держим под контролем. 50% успеха чего-то добиться, остальные 50% это именно сохранить, не форсировать что-то. Давайте посмотрим, что же вам будет помогать. А тут все случится, правда, в свое время. Сама по себе карта перемен. И, может быть, вам куда-то не пронестись на полном скаку, а увидеть какие-то новые, совершенно другие возможности, о которых вы не предполагали. Здесь произойдут перемены. И, кстати, эта карта говорит, закрывай в прошлое дверь. Пока ты какую-то историю, в чем ты не поставишь точку, не будешь где-то реанимировать даже мысленно, ментально какую-то прежнюю ситуацию. Пока вот этого не произойдет, пока ты место не освободишь в своей жизни чему-то новому, вот это новое стоит на пороге, но не может войти. То есть какой-то механизм перемен, он уже запущен. Хотите этого вы или нет. Обстоятельства вашей жизни на вас влияют таким образом, что нужно вот как закрыть в прошлое дверь или покончить в каком-то вопросе, который может на вас влиять как-то деструктивно, мои дорогие стрельцы. Давайте посмотрим, что же нам тогда скажут, что скрыто. И ведь эта карта, ваша энергия жезловая, это когда нам говорят, это ты где-то скрывай, себе много не говори. Может быть такой период, когда тебе еще придется с чем-то определиться. Поэтому нам и шестерка жезлов, карта победителя и победы выпадает, чему сейчас не время. Тут какие-то новости будут еще. Тут и события будут развиваться, скорее всего, так, как вы где-то не предполагали. И от вас будет зависеть, как вы правильно сориентируетесь по какой-то обстановке. Поэтому не предвосхищайте какие-то события, потому что вам сейчас, вот вы сами для себя очень важны, мои дорогие стрельцы. Я не могу сказать, что кто-то от вас что-то скрывает. Конечно, королева жезлов это может быть и человек, который рожден тоже под знаком зодиака стихии огня, как и вы. Это еще Овен, Лев у нас. Может и Стрелец, почему нет? Или имеет там асцендент. Это вы можете скрывать, кстати, о таком человеке не говорить. Это может быть какое-то знакомство, которое где-то в тайне, но все же это и ваша энергия, когда нужно поставить с чем-то точку и уже взять новый ракурс, но еще пока на этой неделе непонятно как. Вот есть еще то, что будет развиваться само по себе. Поэтому отдых вот от начала до конца. Дела, работа, бизнес, карта мир. У кого-то отдых, как путешествие. Какой-то итог вы подводите. Но мир – это действительно мир в душе, какой-то баланс. Когда, в принципе, на этой неделе даже вот в таких неспешных энергиях вы сумеете решить больше, закрыть даже вопросов каких-то, нежели что-то убыстряя. Может быть, отчасти, посмотрите, это ведь еще третий старший аркан, который вам выпадает. И нам говорят, все произойдет в свое время, и нет ничего невозможного. Но нам карта не говорит о том, что тут скорее мы с кем-то договариваемся. Или как вот мир устанавливаем какое-то перемирие. Возможно, есть какая-то история, когда даже, допустим, в личных отношениях или, предположим, по работе важно будет примириться, договориться или осуществить важные разговоры. По карте мир это какие-то перспективы для вас могут открыться на этой неделе. Может быть, отчасти и где-то через вашу работу, ремесло, творчество. Но это когда мы действительно итог какой-то получаем. Это когда нас больше радует. Уход вот от каких-то разочарований у вас на этой неделе. А по деньгам есть еще и выбор. Все-таки двойка мечей нам не совсем тут, ну, о полной какой-то радости. И у кого-то это может быть разочарование, кстати, по части денег. И тогда королева жезлов нам говорит о том, что ее как раз и отличает, что она умеет правильно распорядиться деньгами. И выбор своего рода, двойка мечей, 2 меча, а должен остаться 1. Откуда к вам приходят деньги? Или, может быть, как
Если у вас две работы, вы будете определяться, чему отдать предпочтение. Или куда потратить. Ну вот если траты какие-то вы планировали, или вам очень хотелось, мои дорогие стрельцы, все же не торопитесь. Вот, ну, действительно, от начала до конца аркан умеренности в неожиданностях выпадает и говорит, что нет, вот тут и деньгами-то сказать, что мы тратим их как-то, ну, разве что себя чем-то побаловать, чтобы вдохновить, мои дорогие. Но это не имеется в виду что-то глобально дорогое. Нет, это может быть какой-то пустяк. Или когда, чтобы восстановился какой-то баланс, себя поблагодарить, что вы выдержали какой-то сложный период жизни. Может быть и так. Но выбор еще не время делать или не время каким-то большим тратам, так вот это точно. Давайте посмотрим, что в личной жизни. В личной жизни здесь может, конечно, найти коса на камень, или с вами могут не соглашаться. Семерка жезлов – это когда вы сами по себе, а вокруг вас или ваше окружение, оно, ну, как-то совершенно обособлено. Или свои у каждого планы. Нам тоже карта говорит, отступи полшага назад и перед тем, как действовать, подумай, надо ли вообще в чем-то участвовать. Может быть, это дела семейные по части покупок. Вот у кого-то банально проиграется. Семья видит, что нужно купить что-то, приобрести, а вы можете видеть, что нет, вот этого делать не следует. Или как-то вы, ну, имеете свой ракурс, взгляды, как либо приходят к вам финансы, либо какие вопросы финансовые мы сейчас решаем, закрываем, а потом тратим деньги. Ну вот есть какая-то имущественная связь на этой неделе с вашими планами. И поступайте тогда, мои дорогие, так как вы... Вас никто не должен уговорить. Вот о чем разговор. Вы не должны себя обесточить, если это мы про финансы. Для кого-то из вас это те вопросы, которые могут быть близки к завершению, если ваша история со знаком минус в личной жизни, она тогда у вас как что-то проясняется. Вы можете вдруг понять, что да, я больше не хочу оглядываться назад, потому что мне именно надоела какая-то деструкция моей жизни, когда меня что-то все время тянет назад. Я сделаю шаг вперед, а потом 2 шага назад делаю. И себя организовать вам захочется по-новому. И тогда тоже карта говорит, ты не торопись. Тут еще помимо твоих задумок или то, что ты хочешь осуществить, допустим, присоединятся обстоятельства. Но уже какая-то, скорее всего, конфронтация, она завершается. И если действительно были какие-то отношения в личной жизни, которые вас вот так вот повергли в какой-то шок или в глубокое разочарование, тогда нужно это быстрее завершать, чтобы в вашей жизни был мир, покой, равновесие душевное и больше счастья было в жизни. И тогда что-то новое уже стоит, как я говорила, на пороге. У кого-то может 7 жезлов проиграться еще и таким образом, когда большая занятость, и может быть работа на дому, когда именно работа проиграется, много информации, много людей, пусть виртуальных, и вы не успеваете все закончить где-то в срок. И вот эта обесточенность, когда мы буквально, да, без сил сваливаемся, для кого-то может проиграться. И тогда вот эта супер какая-то усталость для кого-то из вас как раз тоже как обстоятельства проиграются, которые вас подталкивают к тому, что вы выделили для себя самого или самой свободное время, чтобы отдохнуть. Потому что все же аркан умеренности и аркан мир как раз и говорит о полном балансе в нашей собственной душе. Вот это, наверное, основа основ. Когда как решения будут приниматься более правильные, когда вы, возможно, обстоятельства как-то увидите более спокойным взглядом и примите более правильные решения. И самое главное, не пропустите какие-то возможности. У вас перемены пытаются войти в вашу жизнь. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.